Добрый день, дорогие друзья! Сейчас я покажу вам скрипт, который собирает информацию и передает ее для прямоугольной обвязочной балки. Для начала скажу, что такое прямоугольная обвязочная балка. При проектировании каркасных домов и домов по технологии SIP-панелей часто используется фундамент на металлических сваях винтовых, которые забуриваются в землю на глубину больше, чем глубина промерзания грунта. Такие сваи обычно чаще всего бывают около 2 метров, выносятся немножко над уровнем земли. И вот поверх таких свай устанавливаются деревянные обвязочные брусья, аналог которым монолитный ростверк. Они являются собой несущая часть всего здания, то есть совместно с металлическими сваями они объединены в единую конструкцию и выполняют, то есть, функцию фундамента. Выглядят они вот так. Вот. В данном проекте у меня имеется определенный перепад по балкам. Он происходит потому, что у нас часть помещений является гаражом, и уровень земли в этих помещениях, уровень пола в этих помещениях практически равен уровню земли, а другая часть дома имеет пол из SIP-панелей, которые, соответственно, имеют определенную толщину, и для этого происходит вот такой перепад. Панели, точнее не панели, а балки, вот специально для того, чтобы отделить одни от других, покрашены в разный цвет. Вот. Но это еще не самое главное. Главное то, что вот то, о чем я сейчас говорю, это скрипт, он вносит огромное количество информации, которая мне необходима для того, чтобы создавать спецификации. Вот такие спецификации. Вот у меня спецификация обвязочных балок. Они находятся все меньше, чем уровень чистого пола. От минус 474 до минус 250 по высоте сверху вниз, то есть в глубину. И, как видите, в комментариях есть куча информации, которую можно вписывать скриптом, не руками. То есть то, что обычно в течение многих лет архитекторы делали руками, можно сейчас, то есть по этим данным, в принципе, собирается информация для заказа количества балок, а затем по этой же информации происходит их раскрой, порезка. Вот. То есть эта информация очень важна, она должна быть точной и правильной. Давайте я теперь попробую на примере показать, как работает скрипт, чтобы дальше не рассказывать. Я думаю, вам уже все понятно. Пример будет такой. Я возьму просто балочку, создам ей копию, вот так, копию типа. Опущу на глубину побольше. Просто для наглядности, опять же. Вот. Вот так. И запущу скрипт. Он у меня изменит часть параметров и изменит название ее. Давайте я его открою сейчас, этот скрипт. Посмотрим для начала на него. Вот такая вот у меня получилась конструкция большая. Скрипт, основой для этого скрипта явился скрипт номер 8, который я уже показывал в ролике, но он немножко более модифицированный. Что он делает? Он вносит параметры в маркировку типа размера, в относительную отметку, в маркировку и в комментарии. Ну и изменяет в конце имя типа семейства. 4 параметра плюс имя. Давайте мы его запустим. Один из параметров, кстати, это вот эта марка. Ну, давай. Я сейчас вот просто перед запуском покажу. Я попробую пояснить.
То есть у него есть еще ранжир, порядок. Должна быть марка, которая определяет четко только один тип балок. Их, например, может оказаться 4 одинаковых по всем параметрам балки. И они все будут иметь марку B1. Марка на плане обозначается. Сводится это все в таблицу. И потом по таблице легко сравнивать план с ведомостью. Так вот, я только что создал новую балку с новыми размерами, и она должна попасть мне вот в эту таблицу с новой маркой. Куда она должна попасть? То есть, если бы я делал это руками, она бы мне попала в самый конец, и никакого вообще ранжира бы не было. Но так как я пишу это скриптом, то мне не трудно переименовать все абсолютно балки. Как только я создаю новую, она у меня вписывается именно в то место, куда она должна вписаться. Например, если при ширине толщине 200-200 я добавлю балку длиной между 2700 и 2800, то получу вот между этим и этим, то у меня у марки автоматически станет, точнее у балки, автоматически марка станет B7, а все, которые дальше, получат номер выше на один порядок. Ну давайте я запущу. Так. Сейчас я просто, получается, скрипт уже этот запускал один раз. Динамо такая интересная вещь, которая 2 раза скрипт запускать не хочет. Ей нужно обязательно что-нибудь изменить для того, чтобы скрипт запустился повторно. Ну, либо вот как я только что сделал, закрыть, открыть. Я не хочу ничего менять, я хочу просто его запустить. Так, вот мы видим только что на глазах у нас поменялось имя типа балки. И давайте пронаблюдаем, что у нас изменилось. Так, значит, относительная отметка изменилась. Кстати, относительная отметка берется не отсюда параметр, а он высчитывается относительно первого этажа. То есть он с учетом положения в пространстве. Если у меня была привязка в этой балке, например, ко второму этажу, и там, например, минус там сколько-то, то у меня бы относительная отметка была относительно первого этажа. Там, например, если бы я на 2 поставил, у меня было бы 3300, например. Так, дальше. Смотрим дальше, какие еще параметры изменились. Я длину не поменял. Вот что, кстати, можно было сделать, но да ладно. Ничего страшного. Я думаю, ничего страшного. Так, вот длина поменялась. Мы изменили толщину. То, в принципе, достаточно. Относительная отметка. Комментарий исправился. Маркировка стала B25. 3 параметра. И четвертый мы вот тут находим внутри тела. Он попал в маркировку типа размера балка прямоугольная вязка. Я ее сделал для того, чтобы мне удобно было фильтровать эту таблицу. Давайте мы ее здесь найдем. B25. Вот она попала в самый конец, потому что она находится на самой большой глубине. Получила марку, получила длину. То есть вот она заполнилась так, как мне нужно. Возможно, я как бы немножко повторяюсь, потому что скрипт очень похож на скрипт номер 8. Но я думаю, я ничего плохого в этом нет. Я ничего плохого не делаю. Потому что, как минимум, я объясняю некоторые конструктивные особенности каркасных домов. Я думаю, что эти ролики, которые я делаю, они в первую очередь должны быть направлены на развитие архитектуры, конструкций и понимания работы программы Revit в целом и в частности. Вот. Ну а плюс к тому показываю какие-то небольшие усовершенствования, которые я смог найти и выполнить. Вот, пожалуй, все на этом. Спасибо за внимание. Буду делать еще какие-то ролики интересные. Всего доброго.